Приветствую вас, дорогие зрители, и добро пожаловать ко мне на канал. Этот ролик я не просто так начинаю с открытого окошка в Moza Pit House. Все дело в том, что теперь у рулей Мозы доступен максимальный угол поворота руля в 2700 градусов, а это, между прочим, 1350 градусов в одну сторону и 1350 градусов в другую сторону. И именно поэтому сегодня я решила провести для себя такой вот интересный челлендж и отвести груз в Евротрак Simulator 2 с рулем, у которого будет 2700 градусов. На самом деле, мне кажется, это будет что-то довольно-таки сложное для меня, потому что ранее я катала с углом поворота где-то 900, 1080, либо 1600 градусов, а сейчас у меня будет 2700. И что самое интересное, в настройках игрового процесса я выставила диапазон анимации руля на максимум, и в самом Евротраке максимальный диапазон анимации поворота руля всего лишь 2520 градусов, да. В этом плане Моза немножко Евротрак переиграла, поэтому в самой игре будет видно, что есть вот такое вот отставание анимации, когда вот я поворачиваю руль целиком, да, делаю полный оборот, в игре видно, что оборот до конца не происходит. Я думаю, что проблемы у меня сейчас будут абсолютно совсем. Я себе включу даже вспомогательное зеркало, чтобы припарковаться, чтобы забрать груз. Кстати, катаю я сейчас по Промоцу, и я сейчас нахожусь в Италии. Я повезу 22 тонны риса из Рима в Ливорно, и мне уже сложно. Я вообще довольно-таки хорошо обычно паркую прицеп задним ходом. Опять же, когда у меня привычное количество градусов, а сейчас я предполагаю, что крутить рулем придется гораздо чаще для того, чтобы получалось аккуратно прямо вставать на парковочное место. Вот, но я буду стараться аккуратно, не спеша, чтобы точно все получалось. Но, в общем, чувствую, руки свои я сотру к концу этого ролика. Но сейчас, слушайте, даже более-менее что-то и получается. Я немножко не вдупляю. Уже сколько у меня сейчас тут... вот сколько сейчас у меня тут градусов, насколько он повернут, я уже запуталась. Но самое главное, что груз забрать я смогла. Ехать нам совсем недолго, примерно 300 километров. Поэтому я решила себе вот на вот эти вот 300 километров устроить вот такое вот интересное испытание. Причем это, понятное дело, не только R5 Моза теперь доступна с 2700 градусами. Теперь, в принципе, любой руль Моза можно крутить в 2700 градусов, потому что это само обновление в приложении Moza Pit House. Поэтому, если у вас есть там Moza R9, например, да, либо какая-то другая модель Мозы, то напишите в комментариях, пробовали ли вы на своей Мозе 2700 градусов. Но на самом деле очень интересно, и у меня уже даже появляется вопрос. Это в каких таких играх нам нужно 2700 градусов? Потому что даже в реальной жизни у грузовиков у них нету 2700, насколько я знаю, у них немножечко поменьше, у них прям, конечно, больше, чем у легкового автомобиля, но у них меньше все равно, чем 2700, хотя может быть есть и 2700, и может быть это как раз-таки заготовка под именно подобные симуляторы. Может быть, правильнее будет в дальнейшем кататься с таким углом поворота руля. В общем, даже не знаю, напишите в комментариях. И у меня вопрос. Кто съел трафик? Где весь трафик? И куда он делся? Надо это дело сейчас исправить. У меня пропал трафик. Трафик. Давайте. Раз трафика нет, можно на дороге остановиться. Я тут одна. Поставим трафик на 5. Вот. И все. Можем с вами спокойно ехать. Сейчас у нас машины поедут. Потому что одиноко без трафика. Я всегда, вот если катаю в одиночке, в обязательном порядке включаю трафик, потому что без машин кататься в одиночестве, во-первых, как-то не особо реалистично и грустно. Все, перестраиваемся сюда. Слушайте, нет, наверное, перестраиваться не будем. Хотя нет.
Там нет сужения дороги. Нет, впереди сужения дороги нет, поэтому все, дальше с вами таки едем. В целом, по прямой дороге, без всяких поворотов, заворотов, ехать легко. Да, потому что тут ты особо рулем не крутишь, никуда не поворачиваешь, но, тем не менее, все равно нужно больше внимания, когда ставишь себе 2700. Вот там у нас сейчас скоро будет поворот на развязочке на такой, поэтому посмотрим, насколько мне будет привычно это делать. Так. Угу. Моя дорога-то вообще пустая до сих пор. И, ай-яй-яй, знаете, так интересно и все равно непривычно. Прям непривычно. Между прочим, анимация руля прям практически такая же, как настоящий угол поворота. Это только если до конца прокручивать руль, прям становится заметно, что немножко не совпадает. А вот сейчас вот я рулем дергаю, и прям как будто бы анимация в целом повторяет движение руля. Нету таких сильных прямо разногласий. Так, впереди у нас что? Платная дорога. Платная дорога. Так, тут у нас будет автоматическая оплата, поэтому тут нам... Оп. Все, поехали. Поехали. Лучше сразу сюда перестроимся. Так. Блин, я хотела в зеркало посмотреть, а у меня зеркало-то... У меня же планшетные зеркала. Я сюда голову повернула, чтобы глянуть. Зачем? Зачем я вообще повернула? Ну, кстати, без зеркал виртуальных уже нормально. Я их только на парковке включаю, а так в целом все хорошо. Я еще недавно в Assetto Corsa Competizione на недавнем стриме осваивала механику, но там механика, там не то чтобы механика, там секвенталка, вот, секвентальная коробка передач, и вот на ней я на лепестках, на вот этих вот переключала передач. Вот, было интересно, было прям очень интересно. Ай-яй-яй, я думала, будет сложно, думала, что будет нереально невозможно, но в целом очень даже неплохо получается, но учитывая то, что я новичок-любитель, все дела, у меня на Монзе мой рекорд минуты 54, но есть, конечно, еще куда стремиться. Вот. Ну, точнее, даже не есть куда стремиться, а мне еще стремиться и стремиться. Наоборот, мне еще ого-го, как далеко идти до хорошего какого-то времени, до нормальной езды, до стабильности, потому что один раз я проехала за минуту 54 трассу, а потом 2 минуты, потом минута 57, и вот все в таком роде. В общем, разовая какая-то была акция, но в целом мне прям понравилось. У меня все больше и больше появляется азарта играть именно в Assetto Corsa Competizione. Вот. И недавно появилась идея не только в Competizione поиграть, но еще и просто в Assetto Corsa, потому что там, говорят, и подрифтить можно, и по каким-то модовым картам покататься. То есть там прям много, говорят, интересного тоже есть. И это прям, можно сказать, 2 разных игры. Вот именно Assetto Corsa Competizione и обычная Assetto Corsa. Поэтому, если хотите, чтобы я и в обычную Assetto покатала, ну что, слишком много трафика. Если хотите, чтобы я и в обычную Assetto покатала, то можете написать об этом в комментариях, и я попробую покатать и в обычную Assetto. Главное, чтобы я видела в комментариях, что у вас есть желание видеть подобное. Нам, кстати, осталось 214 километров. И я обязательно, в общем, покатаю и в обычную Assetto, потому что Competizione мне очень нравится, очень интересно, особенно когда есть какие-то успехи, появляется какой-то азарт, приехать еще быстрее, приехать еще аккуратнее. Прям очень-очень мне нравится. А мне тут можно. Но вроде бы нету никаких запрещающих знаков, что сюда грузовым нельзя, да? Вроде нет, так что... Надо дистанцию побольше держать. О, на security стоит. Security проверяют. Все. Это мы, получается, с вами уже ближе к Ливорно. А ливерная колбаса. Это из Ливорно ливерная колбаса или нет? Напишите в комментариях. Или я сама после ролика пойду гуглить, почему ливерная... Да нет же, ливер.
Ливер это что-то другое. Не, это ливерная колбаса точно не из Ливорна. Все, можете не писать. Просто созвучно, но точно не оттуда. Точно не отсюда. Так. А, нет, тут сужение. У меня больше проблемы с торможением почему-то, нежели с градусами у руля. Так-то нормально. По сути, если попрактиковаться, ну, еще часик-полтора, то нормально, как на обычных своих привычных градусах ехать начнешь. В целом и 2700 хорошо, но это я еще не парковалась второй раз. Это с первого раза я смогла нормально припарковаться. А кто его знает, что там дальше будет? Как там дальше я буду? Я жду каких-нибудь еще поворотов куда-нибудь, зачем-нибудь, чтобы это прочувствовать еще больше. Но вот мы сейчас в город заедем, и там, конечно, почаще придется поворачивать куда-нибудь. Нам осталось 176 километров. Слушайте, а представляете, что бы было, если бы я поставила себе 2700 градусов и поехала на дорогу смерти по суровой России? Это как город там называется, Сапехо или Сапечо. В общем, недавно на стриме по суровой России мы там ездили, и там прям постоянно надо в разные стороны руль крутить. Представьте, что было бы, если бы я туда поехала и поставила бы себе еще и градусов 2700. Это было бы просто убийственно. Но, кстати, в целом идея хорошая, но можно взять не дорогу смерти из суровой России, а, например, какие-то серпантины даже с промоции, например. Поэтому, если у вас есть какие-то интересные маршруты, да, если вы знаете какие-то интересные маршруты, где много поворотов, где требуется прям активное такое управление баранкой, то напишите в комментариях, и я обязательно туда съезжу, как раз таки выставив себе 2700 градусов, и посмотрим, как это будет. Сейчас даже вполне лайтово, сейчас очень даже приятно и хорошо. А вот что будет, если я поеду по серпантинам? Вот если вы знаете, да, какие-нибудь серпантины, то, пожалуйста, обязательно напишите. Было бы здорово. Так. Ну, кстати, есть еще другая дорога смерти по Промоцу, но там больше зима. Там такая зима-зима. Можно и туда, но там не так активно нужно двигать рулем, как мне кажется. Поэтому нужно что-то прям такое забористое, что-то такое супер тяжелое, чтобы я желательно убилась спустя первую минуту езды вот по такой дороге со своими градусами. Было бы славно. И так вполне себе приятно. Так интересненько получается. Мне нравится. Я бы оставила. Я бы так дальше бы и ездила. Кстати, на заправку. На заправку лучше бы заехать, кстати. Потому что... Или, слушайте, так доедем. Хватит? Да, наверное, хватит. А, слушайте, а может быть и не хватит? Хватит или не хватит? Хватит или не хватит? Давайте, ладно, заедем. Заедем на заправку. Все нормально. Так. Ай, непривычненько. Так. Все. Сейчас заправимся, чтобы точно не переживать. То начнем парковаться, у нас топливо закончится и все. И никуда не уедем мы с вами больше. Так. Кстати, я сейчас на Мане, Ман TGX, я его, кажется, в начале ролика не показывала. Все, 961 литр. Вот он. А, красивый. Кстати, у меня здесь есть так-то и другие грузовики на промоте, просто я почему-то как вот села за этот Ман, так на нем и катаю. А у меня же есть тут еще и Scania, и Volvo. Это, если что, отдельный профиль. Здесь другие грузовики, тут у меня нету водителей, которые ездят. Ай-яй-яй-яй, вот сейчас было не очень приятно. Сейчас я градусы не прочувствовала. Ты меня пропустишь? Ты меня пропустишь? Это не то, чтобы меня пропускал, но спасибо. Спасибо, все равно большое спасибо. У него... Мы не оставили ему выбора, ему пришлось нас пропустить. Ну что поделать?
Конечно, в реальной жизни я бы так не делала. В реальной жизни я бы точно бы убеждалась, что меня 100% пропускают, и я бы так не щемилась. Но в игре, слава богу, это ничем не чревато, никакими плохими последствиями, поэтому можно спокойненько вот так вот втискиваться и немножко обижать NPC. Они порой, знаете, тоже меня обижают. Они порой так меня тут подрезают, эти боты, еще хуже, чем я. Так что имею полное право порой над ними поиздеваться, подрезать, толкнуть. Они, знаете, как будто бы более туповатые стали. Вот чем новее версия ETS, тем более тупые боты становятся. Вот правда, они раньше такими не были. Они раньше тебя не подрезали, они раньше перед тобой внезапно не встраивались, не перестраивались. Сейчас они больше стали похожи на настоящих людей в реальной жизни, серьезно. Они прям такие какие-то порой нахалистые такие стали, серьезно. Раньше они такие: мы едем по скрипту, мы никому не мешаем, все хорошо. А сейчас они такие. Но это редко, но метко, знаете, бывает у них такое. Причем на стримах в чате тоже я вот начинаю об этом говорить, и в чате люди поддерживают, говорят об этом, да, что вот сейчас они такие стали. Интересные, не такие, как раньше. Мы уже почти с вами приехали в Ливорно, перестроимся сюда. Немножко полушашек на грузовике. Это впереди Тесла, кстати, вроде бы едет. О, и сюда. Осторожно, маневрируем среди машин. Кстати, опасно делать, когда я еще не привыкла к градусам, ну и ладно. О, смотрите, так это реально Тесла. У нее прямо внутри там, смотрите, экран. А водителя тоже нет, хотите сказать? А хотя... Нет, ты же должен держать руки на руле. Нельзя же без водителя. И куда бы ехала машина бы одна без водителя? Действительно, какой-то глупый вопрос. Но у нее прямо там планшет. Слушайте, я первый раз увидела, что машинка может быть детализирована. Она прям такая там интересная внутри. А другие? И там... Это у них у всех так было всегда? Прям салон у каждого свой. Это всегда так было? Или это, может, промоц так делает? Да нет, вряд ли промоц как-то с этим связан. Слушайте, надо посмотреть в обычной стоковой игре без модов. Реально? У машин внутри, вот у легковых NPC, у них там прям салон. Я всегда думала, что там просто какой-то стандартный черный салон. И ничего больше. Слушайте, надо... Вот это сейчас открытие для меня спустя 2,5 года будет. Уже 2,5 года играю в Евротрак и только сейчас заметила, представляете? Надо перестроиться. Надо перестроиться. Пустите. Ага. Слушайте, правда, что ли? Так, тут у нас поворот будет. Но у них прям отличаются бортовые компьютеры у всех. Вы посмотрите. Я, может быть, сейчас выгляжу глупо, но я была уверена, что у ботов салон одинаковый у всех. Ой, спасибо, что пропускаете, спасибо. Я сегодня уделила вам много внимания, поэтому вы меня пропускаете, спасибо. Они прям все разные. И у Теслы там прямо экран такой внутри. Это давно? Ну, прикольно. Сейчас будем парковать прицеп задним ходом. Посмотрим, как у нас получится. Посмотрим. Ну, вот у кого Моза, кто тоже является счастливым обладателем Мозы, тоже пишите в чате. Пробовали ли вы 2700 градусов? Вот тут тяжеловато. Здесь тяжеловато. Угу. Ну, в целом терпимо. Я говорю, что можно привыкнуть к такому. Пойдет.
И где у нас тут заезд в компанию? Сейчас найдем. А, вот сюда. Угу. Все. Cargo Trust. Я включу себе второе зеркало, чтобы нормально запарковать прицеп. Сейчас посмотрим, потому что сейчас я вот что-то менее уверена, что получится. Посмотрим, посмотрим. Так. Тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик. Ага. Сейчас. Ну а куда я денусь? Все равно же придется парковать таким образом. Вот этот прицеп кто сюда поставил? Какой-то плохой человек. Чтобы я об него тут обтиралась. Ага. Так. Так. Самые быстрые руки на Диком Западе. Оп. Как диджей, короче. Кручу. Так. Немножко вперед. Еще немножко. Так. Ну, слушайте, нормально. Сейчас выровняю. Их. А как я его выровняю-то? Я без... Ну, наверное, выровняла. Так. 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 Вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. Слушайте, так это руки накачать можно. Серьезно, надо поехать на серпантины. Поэтому обязательно. Челлендж, по сути, я выполнила. Потому что сейчас был несложный маршрут. И суть была просто хотя бы привыкнуть для начала, да. Попробовать повороты. Тудым-сюдым, да. Попробовать парковку прицепа задним ходом. Но это было легко, да, как я уже сказала. Что если с этими же градусами отправиться на какие-нибудь сложнющие серпантины, а? Как вам такая идея? Пишите в комментариях и также советуйте какие-то интересные маршруты, куда можно поехать и протестировать вот это вот огромное количество градусов и, наверное, накачать руки. А на сегодня все. Всем вам большое спасибо за просмотр. Обязательно ставьте лайки, пишите комментарии и подписывайтесь на мой канал, если вы еще почему-то на меня не подписаны. Ну а мы с вами встретимся в следующих роликах и на стримах. Всех вас целую, обнимаю и всем пока. Девка за рулем.